обязательно убираете влагу из точки роста. А если есть еще и листики, из пазух листиков. Да, конечно, в природе этим никто не занимается. Но вот такие опрыскивания способствуют загниванию наших орхидей. Вот теперь, наверное, вам понятно, что на полках опрыскивать не очень удобно. И я этого не делаю. Если уж профилактика, то профилактика. Добрый день, друзья! Один из часто задаваемых вопросов, как я поливаю свои орхидеи, снимаю ли я их с пола и как я профилактически делаю обработки от вредителей. Можно ли поливать орхидеи на полках? Ну, конечно, можно, если вам это удобно, но мне это неудобно. И я при каждом поливе снимаю все горшки с орхидеями по очереди с каждой полки и переношу их в другое место. Сейчас я покажу, где это. Это в другой комнате, там большой пластиковый стол. Если я пролью воду, со столом ничего не случится. А полки, они, к сожалению, подвержены воздействию влаги, потому что это, я бы сказала, что прессованные опилки. И может случиться все, как вот здесь у меня и случилось. Вот видите, нужно теперь отремонтировать эту полку. А уж опрыскивать орхидеи на таких полках, ну, полкам это точно не понравится. Поэтому я все орхидеи уношу на пластиковый стол. И там провожу разнообразные обработки, так как мне это удобно. И полив тоже происходит там же. Поэтому мы сейчас перейдем с вами в другую комнату, и я покажу, как я это делаю. Я нашла способ, как вам показать опрыскивание орхидей и не повредить своим любимым животным, которые хоть голосом, но присутствуют на съемке. Ричи чем-то недоволен. Ему всегда при съемке хочется играть. Стол сегодня в полном твоем распоряжении. Ну, не все время. Большой пластиковый стол, который выдержит всю влагу. Вот вы сейчас видите, это одна из полок с большого стеллажа. Поставлено все на полив. Я рассказываю вам и показываю часто, что поливаю я всегда, наливая воду на 2 сантиметра ниже уровня грунта. И вот так они у меня стоят до того момента, когда корни не становятся вот такие зеленые. Ну, вот простой пример. Вот серебристый корень воздушный, а вот зеленый уже в горшке. Теперь можно выливать, обрабатывать или протирать. В общем, делать то, что я наметила с этими орхидеями, и ставить обратно на полку. Я даже вам показывала, как я по очереди снимаю горшки, выставляю по очереди на стол и точно так же возвращаю их на полку, где они и стояли. Я делаю системные обработки от вредителей, чаще всего это клещ, или же обрабатываю фунгицидами. То есть лечу после применения препаратов от клеща. Это в том случае, если действительно был найден какой-то вредитель. Тогда обязательно после уничтожения всего вредителя нужно пролечить орхидеи от грибковых заболеваний. Потому что все вредители, которые кусают орхидеи, они при укусе могут распространить грибковые, вирусные заболевания, любые. Но мы с вами можем орхидеи пролечить только от грибковых заболеваний. Но для того, чтобы делать профилактические обработки, что нужно сначала? Ну, я первым делом выставляю орхидеи на стол и
перед тем, как наливать в воду, ну, я совмещаю полив и обработку. Перед тем, как наливать воду, я каждый листик протираю. Потому что если на листе есть обыкновенная наша домашняя пыль, то все растворы, которыми я буду опрыскивать, они просто будут скатываться и не попадать на вредителя. А если у препарата есть трансламинантная функция, то это вообще будет бесполезная обработка. Вы не добьетесь того эффекта, который нам нужен. Вот. Так как у меня орхидей очень много, и для каждой орхидеи взять ватный диск отдельный, не получается. Особенно, когда я протираю от пыли. Я точно знаю, что вот на этих орхидеях вредителей нет. Поэтому я беру вот такие мягкие полотенца для уборки и протираю орхидею, а потом от пыли прополаскиваю. Теперь протерли, налили воду и какое-то время оставляю орхидеи в покое. Они у меня напиваются вот тем количеством воды, которое они могут в себя взять. По времени это бывает по-разному. Зависит это от того, как просушена ваша орхидея. Давайте, вот этот горшок у нас с бабочкой. Лучше всего видно корни. Если я наливаю воду, и через полчаса корни становятся вот такие зеленые, это молодой корень, он не станет таким темно-зеленым, вот такие зеленые, значит все, орхидея напилась. А если корень очень долго остается серебристым, то приходится иногда в керамзите и даже в керамзите с корой держать орхидеи и час, и два. Главное – напоить орхидею. А после этого я провожу обработку от вредителей. О препаратах я рассказывала. Ссылку оставлю в правом верхнем углу экрана. И рассказывала не раз. Поэтому повторяться не буду. Но для системной обработки лучше всего взять препарат, хотя бы с трансламинантной функцией. Не контактный, который, как фитоверм. Он контактный препарат. То есть попали на вредителя, убили. Не попали, ничего не случится. И не работает фитоверм по личинкам, по яйцам клеща. Поэтому им обработки длительные, с увеличением дозировки. Возьмите, например, биокил. Я очень люблю им делать профилактику, потому что он не только от клеща, но и от трипса. То есть сразу два вредителя, которые сейчас очень часто появляются на нашей орхидее, будут обезврежены. И у биокила трансламинантная функция. То есть он проникает в лист, и даже если его вредитель кусает, он все равно получает свою дозу отравы. Как же опрыскать-то? Вот почему я говорю, на полках я этого не делаю? Потому что, как вы попадете на полку? Вот так, сверху. А для того, чтобы даже профилактически справиться со всеми вредителями, опрыскивать нужно все растение, и шею, и листья, причем с двух сторон. Вот поэтому я и снимаю орхидеи и ставлю их сюда. Теперь, как разводить любой препарат? К каждому препарату всегда есть инструкция. Не буду рассказывать, потому что все препараты разводятся по-разному. Например, биокил 10 литров 4 миллилитра. Вот берем Double Face 1 миллилитр на 2-3 литра. Еще есть у меня Умайт 1 миллилитр на литр. Если вам нужно меньшее количество, пересчитайте препарат на то количество воды, в котором вы будете его разбавлять. Вот я, например, беру пол-литра
пол-литра и пересчитываю любой препарат, которым я буду пользоваться, на пол-литра. И тут вы мне можете задать вопрос, а как же отмерить там 0,1 миллилитра? Все очень просто. Инсулиновый шприц вам в помощь. Очень мелкая градация миллилитра. И все это делается очень просто. Калькулятор, я думаю, есть у всех. В телефоне. Причем, действительно, причем теперь в телефоне. А вот теперь опрыскивание. Это чистая вода, поэтому животным я своим не принесу никакого вреда. И на вот этой орхидее я вам покажу. Полностью смочить все листья. И даже немножко опрыскать грунт. Ну, ни трипсы, ни клещи в грунт не уходят, но есть клещи, например, панцирные, которые живут в грунте. И если вдруг появились панцирные клещи, то тоже можно опрыскать грунт. Это тоже поможет. Опрыскали. Проходит 15 минут. И вы обязательно убираете влагу из точки роста. А если есть еще и листики, из пазух листиков. Да, конечно, в природе этим никто не занимается. Но вот такие опрыскивания способствуют загниванию наших орхидей. Нет у нас ветра в квартирах. А в естественных условиях движение воздуха. А у нас этого движения очень мало. Да, можно сделать сквозняк, да, можно направить вентилятор. Но это уже все такие большие заморочки. Не у каждого есть вентилятор. Я, например, не могу устроить сквозняк в квартире. Так расположены комнаты, что даже если я открою все окна, сквозняка не будет. Так что движение воздуха только создается нами и нашими животными. Вот теперь, наверное, вам понятно, что на полках опрыскивать не очень удобно. И я этого не делаю. Если уж профилактика, то профилактика. Если у вас 10 орхидей, и если они стоят на подоконниках, конечно, поливать вы можете на подоконниках, это будет очень удобно. Если у вас 50 орхидей, это будет более сложный процесс. А уж опрыскивать, бороться с вредителями, конечно, нужно будет или в ванной комнате это делать, причем делать с каждой орхидеей. А если вы нашли вредителя, то это не просто раз в месяц-полтора опрыскивание, вот такое системное, а настоящая борьба с вредителями. Каждые 5-7 дней. Об этом сейчас подробно рассказывать не буду, потому что есть видео на канале конкретно о борьбе с вредителями. Постараюсь оставить ссылки в правом верхнем углу экрана и в описании под видео. Вот так нужно обращаться с нашими любимыми цветами. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.